Определенно, это был необычный день для научной группы, работающей в Арктике. Ученый Артур заметил во льду что-то великолепное, но не был уверен, что именно. Однако это был всего лишь вопрос нескольких секунд, и вся команда немедленно отправилась за куском льда в лабораторию. Одному Богу известно, как долго это существо было заморожено во льду, прежде чем его нашел Артур. Он знал, что это может стать открытием всей его жизни, и не мог дождаться, когда сможет извлечь его из ледяного гроба. Но когда Артур наконец пробирается сквозь ледяную стену и видит, с чем он имеет дело, он ошеломлен истинным размахом своей находки. Он привел с собой людей из ближайшей деревни, которые помогли ему проникнуть за ледяную стену и встретиться лицом к лицу с тем, что могло стать его величайшим открытием. Команда начинает осторожно откалывать лед, пока, наконец, не подходит достаточно близко, чтобы понять, с чем они имеют дело. Но что же Артур обнаружил в ледяной стене? И как он вообще нашел эту ледяную пещеру? И может ли это быть открытием, без которого мир стал бы лучше? Но прежде чем мы начнем, нажмите кнопку «Мне нравится», подпишитесь и включите уведомления, чтобы не пропустить наши новые истории. В связи с тем, что за последние пару десятилетий многовековой лед тает с угрожающей скоростью, все больше и больше секретов, которые когда-то были скрыты под ним, становятся доступными, потенциально открывая невероятные возможности для открытия. Исследователи со всего мира готовы ухватиться за эти возможности, стремясь навсегда вписать свое имя в учебники истории. Большинство из этих исследователей терпят серьезные неудачи в своих начинаниях. Но Артур, 36-летний ученый, не относится к числу таких исследователей, и его последняя миссия доказала это. Его путешествие приведет его в Северную Гренландию, землю, которая ранее была совершенно недоступна и, следовательно, до сих пор почти не исследована. Но из-за последствий изменения климата ситуация изменилась, и Артур полон решимости воспользоваться этой возможностью. Артур отправляется в путешествие, пытаясь найти что-то застывшее во времени, под слоем льда, который становится все тоньше и тоньше. У него есть все необходимое, чтобы выжить в этом путешествии, и поэтому первые пару недель ему будет нелегко выдержать. Первые несколько недель были тяжелыми. Имея только то, что нужно для выживания, и не имея никаких удобств в доме, Артур полон решимости найти что-то, что сделало бы это путешествие стоящим того. Он прошел уже много миль. До любой цивилизации осталось по меньшей мере 2 дня пути, но затем он натыкается на то, что может оказаться именно тем, что он ищет. Дни превращаются в недели, и Артур впадает в уныние. Его запасы заканчиваются, и он подвергает сомнению каждый свой шаг. Собравшись с духом и решимостью, он продолжает свой поход. В поисках чего-нибудь, странной тени, может быть, странного камня или даже трещины во льду, он продолжает искать, почти отчаявшись. На широкой, покрытой льдом равнине он замечает это. Это какое-то скальное образование. По крайней мере, так кажется. По крайней мере, это хоть что-то. Он направляется к нему. Вот оно, его последняя надежда. Приблизившись, он понимает, что это скальное образование. Но есть и что-то еще. Из небольших отверстий между камнями дует легкий ветерок. Может ли это быть пещера? Или какой-то туннель? Охваченный волнением, Артур изо всех сил старается отодвинуть камень в сторону. За скалой определенно есть отверстие. Но куда оно ведет? Артур — опытный путешественник, но он знает, что путешествие в одиночку сопряжено с опасностями. Особенно учитывая, что никто точно не знает, где он находится и что делает. Телефонной связи не было уже 2 дня, и уж точно не было интернета. Рассуждая рационально, Артур понимает, что ему следует вернуться в ближайшую деревню. Возможно, когда он подъедет ближе, у него снова заработает сотовая связь и интернет. Может быть, он сможет позвонить кому-нибудь, чтобы ему помогли, и вернуться.
Но с другой стороны, сможет ли он снова найти эту дыру? Любопытство взяло верх, и Артур решил ненадолго заглянуть в дыру. Он не уйдет слишком далеко и, конечно, будет осторожен. В конце концов, он опытный исследователь. Дыра быстро превращается в туннель. Он узкий, и по нему трудно идти. Правда, отвалиться и обрушиться на него. Но по мере того, как он спускается все глубже, это кажется все менее вероятным. В конце концов, все замерзло. Чем дальше он спускается, тем шире становится туннель. Здесь темно и холодно. Артур не осознает, как глубоко он спустился. Любопытство взяло верх. Оглядываясь назад, он видит, что вход кажется таким маленьким. Немного света и много темноты. Артур так взволнован. Он мог бы стать первым человеком, который когда-либо увидит эту пещеру. Пробираясь сквозь нее, он обнаруживает, что пещера больше, чем он думал. Он знает, что должен уйти и вернуться, но это место нужно исследовать. Бродя по нему несколько часов, он видит только лед и камни. Но удача вот-вот изменит ему. Пытаясь определить, где находится вход, Артур продолжает обходить вокруг. И только тогда Артур замечает ледяную стену, которая отличается от остальных. Из-за слоев льда вокруг него они казались очень голубыми и белыми. Но эта ледяная стена отличается от остальных. За ним виден какой-то темный силуэт. Это не может быть просто еще один камень. Это показалось ему странным, и он должен был выяснить, что это такое. Подойдя ближе к ледяной стене, он посветил на нее фонариком. Здесь определенно что-то есть, но что? Он направляет луч фонаря на темный силуэт, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь, что могло бы подсказать ему, что это такое. Перебирая свои скудные запасы, Артур находит маленькую кирку и начинает откалывать лед. К сожалению, это довольно солидно, но учитывая, насколько незначительного прогресса он добился, оно того просто не стоит. Он был упрям весь день. Это правда, что он принял несколько сомнительных решений. В конце концов, он находится глубоко под землей, в пещере, совсем один, и никто даже не знает, что он здесь. Пришло время вернуться и позвать на помощь. Он не может сделать это открытие в одиночку. Пришло время проявить благоразумие и покончить с этим. Перед уходом он достает лист бумаги и начинает наносить на карту пещеру, насколько это возможно. Он хочет быть уверен, что сможет найти это место снова. Только сделав это, он возвращается ко входу в пещеру. Он определенно собирался уходить, но только на время. Здесь что-то было, и он должен был узнать, что именно. К тому времени, как он выберется на поверхность, уже стемнеет. Ему нужно как можно скорее разбить лагерь, иначе он замерзнет. Пока он разбирается с этим, он составляет план на завтра. Ему нужно кое-что сделать. Он собирается вернуться в ближайшую деревню. Там он собирается набрать группу людей, которые помогут ему преодолеть ледяную стену. Он мог бы рассказать об этом своим коллегам, но они будут совать свой нос в это дело. Возможно, даже попытаются присвоить себе его заслуги. Он хочет сделать это открытие самостоятельно. Себя. Обратный путь в деревню был долгим и трудным. Поднялся холодный ветер, и в воздухе повалил снег. Артуру грозила серьезная опасность переохлаждения, но ему было все равно. Он был больше озабочен тем, чтобы вспомнить, как ему найти дорогу обратно в пещеру. Всю ночь Артуру снился темный силуэт. Что бы это могло быть? Новый вид? Нечто, созданное людьми давным-давно? Посмеиваясь про себя, он даже рассматривает идею снежного человека. Но это абсурдно. Он почти не спит, но утром Артур готов отправиться в путь с первыми лучами солнца. Он отметил свое точное местоположение на скачанной цифровой карте, но это было очень неточно, так как карта была слишком уменьшена, и он был параноиком, когда ставил что-то вроде флага рядом с пещерой только потому, что кто-то другой мог ее найти. Поэтому он изо всех сил старался запомнить местоположение пещеры. Точное местоположение на обратном пути.
Он выбрал определенные ориентиры, которые помогли ему снова определить точное местоположение пещеры. Он был полон решимости найти дорогу обратно в пещеру, чего бы это ни стоило. В городе Артуру быстро удается найти нескольких парней, которые готовы помочь ему за деньги. Он почти не рассказывает им о том, что, по его мнению, он нашел, и говорит только, что ему нужна помощь, чтобы откопать что-то из-подо льда. Люди в этом районе готовы на все за деньги. К счастью, горожанам не интересно задавать много вопросов. Они просто хотят быстро подзаработать. Остаток дня они потратили на подготовку к обратной дороге. Они позаботились о том, чтобы у них было необходимое оборудование для работы. Артур был очень взволнован быстрой реакцией местных жителей. Вскоре он заявит о своем открытии. Открытие. Они получают припасы, инструменты и снегоходы, способные передвигаться по пересеченной местности. Из-за того, что Артур платит помощникам, его банковский счет быстро истощается, но он готов потратить все до последнего пенни, что у него есть, и даже залезть в долги, если потребуется, лишь бы сделать это открытие. Он просто чувствует, что это навсегда закрепит его место в истории. Он всегда хотел прославиться каким-нибудь своим открытием. На следующий день они пытаются вернуться в прошлое, чтобы найти точное местоположение. Но это оказывается намного сложнее, чем Артур надеялся. К счастью, они могут легко найти местность, в которой находится пещера, потому что Артур отметил ее на карте. Но из-за того, что последние сутки бушевала снежная буря, большая часть территории была покрыта снегом. Вход в пещеру так и не был найден. Артур немного отчаялся, как такое могло случиться. Достопримечательности, которые Артур пытался запомнить, в основном скрыты, и это значительно затрудняет поиски пещеры. После нескольких часов попыток горожане готовы сдаться и вернуться обратно. Но, к счастью, до этого дело не доходит, так как один из помощников, который ковырял землю палкой, внезапно чувствует, что она проходит сквозь землю и падает вниз. Он ткнул палкой прямо в занесенную снегом ямку. Сердце Артура замирает. Это оно. Это все, о чем он был в состоянии думать последние пару часов. Они спускаются в пещеру так быстро, как только могут. Им все равно приходилось соблюдать осторожность. Весь путь вниз был скользким, и Артур не хотел, чтобы кто-нибудь пострадал. Когда Артур снова ступает в большую пещеру, она остается в точности такой, какой он ее помнит. Он почти бегом устремляется к пещере, чтобы добраться до своего замороженного сокровища, и через несколько минут находит его снова. Вот она. Огромная стена с силуэтом внутри нее. Горожане в полном замешательстве от того, что они видят. Артур ничего не говорил им о том, что им придется докапываться до этого. На секунду Артур задумался, захотят ли горожане помочь ему в его начинании. Теперь сами помощники пришли в восторг. Неужели они собираются стать частью чего-то исторического? Они быстро приступают к работе, но стараются быть как можно осторожнее. Они не хотят рисковать и каким-либо образом повредить находку. Им нужно, чтобы она была в идеальном состоянии, если это вообще возможно. Слой льда очень толстый, и пробираться сквозь него так осторожно, как они это делают, занимает чертовски много времени. Они даже не были уверены, привезли ли с собой необходимое оборудование для этой работы. Один из рабочих слишком сильно ударился об лед, и все прекратили свои занятия. Внезапно в пещере раздался грохот, начиная с того места, где рабочий ударился об лед. Начали образовываться большие трещины, которые быстро распространялись по льду. Все помощники отступают на пару шагов, а некоторые даже снова начинают бежать к входу, опасаясь, что вся пещера вот-вот обрушится. Но Артур застыл на месте. Его инстинкты подсказывают ему убраться в безопасное место. Но он ни за что не отступит от того, что может стать решающим моментом в его жизни. Через несколько секунд ледяная стена, которую они копали в течение последнего часа, разваливается на миллион кусков, и то, что было скрыто за ней,
вероятно, столетия, наконец-то обнаруживается. За ледяной стеной находится не существо, а просто каменная стена. Но каменная стена с огромным и, скорее всего, древним рисунком существа, похожего на человека. Рисунок был нанесен так густо и темно, что сквозь прозрачный лед можно было разглядеть силуэт. Но теперь, когда весь лед растаял, на стене обнаружилось гораздо больше рисунков. Они напомнили Артуру старые рисунки пещерного человека. Артур ожидал найти останки какого-нибудь неизвестного существа, но, возможно, эти рисунки могли оказаться еще более важной находкой. Он должен был сообщить об этом как можно быстрее, все равно это была замечательная находка. Это доказывает, что здесь побывали люди, и, возможно, эксперты смогут определить, когда появились эти рисунки. Артур знает, что пришло время проинформировать об этом СМИ и своих коллег. Это, вероятно, одно из величайших открытий в этой области, которые когда-либо были сделаны одним человеком. В течение следующих нескольких месяцев ледяную пещеру, открытую Артуром, посетило множество экспертов, и это место было быстро объявлено охраняемым, чтобы люди не могли попасть туда без разрешения. Оглядываясь назад, Артур был очень горд. Это стоило ему много времени, денег и усилий. Открытие было приписано Артуру, и его имя навсегда останется в учебниках истории. Это было и остается его главным достижением как ученого. Возможно, он и не разбогател на этом открытии, но в любом случае его больше волновали заслуги. Большое вам спасибо за просмотр. Если вам понравилась эта история, пожалуйста, не забудьте поставить лайк на видео, подписаться и нажать на колокольчик уведомления, чтобы никогда не пропустить такие невероятные истории, как эта.